Ну, погоди, был популярен не только в СССР, но и в некоторых других социалистических государствах, куда экспортировали советскую анимацию. Например, во Вьетнаме. Там и по сей день очень любят «Ну, погоди», если судить по существованию DVD-изданий, наличию кучи книжек с картинками и количеству просмотров эпизодов на ютубчике. Но вот у мультов их собственного производства просмотров, конечно, поменьше. Перед вами давно забытые, даже самими вьетнамцами, мультфильмы про Зайца и Волка, выходившие в течение 90-х годов и явно вдохновленные «Ну, погоди». Добрый и смекалистый зайчик есть, быдловатый волчара с сигаретой в зубах есть. Правда, здесь волк не только курит, но еще и бухает как не в себя, ходит с пушкой наперевес и даже осмеливается бросить вызов самому Богу. Эти мульты выходили в начале 90-х, как раз в момент продолжительной паузы в работе над «Ну, погоди». Рисовалось все явно устаревшими методами и явно не особо профессиональными художниками. Мульт отстает по картинке от прочей мировой анимации тех же времен лет на 30. И даже вьетнамские мультфильмы 60-х выглядят намного аккуратнее. Но, несмотря на всю кривизну, есть в них что-то цепляющее. Видно, что старались как могли. От мультов прям веет духом какого-то странного и альтернативного «Ну, погоди». Но вообще для самих вьетнамцев они вряд ли являются предметом для гордости. Об этом говорит и количество просмотров, и сложность поиска серий. Всего было выпущено 5 эпизодов, правда, найти мне удалось всего 4 из них, и то по какой-то невероятной случайности. Первый эпизод этого мульта, похоже, утерян навсегда. Я перерыл весь интернет и все вьетнамские сайты с включенным VPN, и все поиски были тщетны. Сложно нынче отыскать плохую анимацию, зато хорошую найти проще простого. В онлайн-кинотеатре Кинопоиск HD появились отдельные разделы для мультфильмов и аниме, и там есть на что залипнуть. Классика вроде «Ковбоя Бибопа» и «Крутого учителя Онидзука», восхитительные фильмы Макото Синкая и даже недавние тайтлы типа «Доктора Стоуна» и «Fate Stay Night», архив постоянно пополняется. И это не говоря о западной анимации. Почти любой мульт от Pixar или Disney доступен к просмотру в любое время по подписке Яндекс.Плюс, куда входят еще тысячи сериалов и фильмов на Кинопоиск HD. Яндекс.Плюс — это еще и музыка, и кэшбэк с поездок на такси, и еще много чего выгодного. Например, в честь праздников Яндекс запустил спецпроект — автоматического помощника для выбора подарков с Ильей Лагутенко. Всего один мини-тест, и он подскажет вам варианты подарков даже для тех, у кого все есть. Причем товары можно оплачивать бонусными баллами. В общем, залетайте по ссылочке в описании и чекайте. Яндекс.Плюс топчик. Водила, привет нам! Итак, вьетнамский закос под «Ну, погоди». Хочу отметить, что персонажи здесь куда более разговорчивее, чем в советской версии. И для понимания сюжета мне пришлось нанять переводчика с вьетнамского, и это определенно стоило того. Я думал сначала замутить озвучку для мульта, но там такие интриги, что вы бы наверняка подумали, будто я решил все переврать и приукрасить, поэтому более логичным решением я вижу полноценный разбор сериала. Волк тут главный двигатель всего шоу, в принципе, как и у Союзмультфильма. Но его здешняя версия куда жестче и безумнее. В отличие от советского волка, вьетнамский живет не в городе, а в каком-то глухом поселке. Причем авторы сделали из него прям отпетого деревенского алкаша. А еще у волка есть жена, которая его постоянно пилит, но все равно любит, прям как в классических семейных ситкомах. Заяц тоже отличается от «Ну, погодишного». С одной стороны, это обычный малец, который прячется от безумного преследователя, а с другой — предприниматель с собственной птицефермой. Не знаю, видимо, во Вьетнаме 90-х успешные бизнесмены выглядели именно так. По вине зайца волк потерял хвост, так что им движет не столько животный голод, сколько месть. Как именно волчара лишился заднего отростка — утерянная информация. Как я уже сказал, первую серию раскопать не удалось, поэтому будем считать за предысторию тот эпизод в метро из «Ну, погоди». Lời ru buồn nghe mênh mang sầu lũy che làng khiến lòng tôi xôn xang. Короче, волк остался без хвоста и приуныл, бренча на гитаре сопливые песенки, но жена решила его слегка подбодрить. Дружище, с кем не бывает, стрессы, возраст. Увидев маску зайца, волк закипает слепой яростью, начинает мудохать дерево и чуть не делает жене испанский галстук. Волчица охреневает с буйного, но волку теперь уже просто так не успокоится, пока он не найдет настоящего зайца и не вернет себе честь. Благо, заяц как раз ошивался неподалеку, так что волк прям сходу его и захуярил. Да, вот так просто, в самом начале серии. Как будто вьетнамцы не просекли фишку «Ну, погоди», то, что зайца невозможно догнать.
Волчара застает зайца врасплох. Тот что-то там мямлит о том, что ему очень жаль, что волк лишился хвоста и что он очень хотел бы помочь, но волк не желает это слушать. Для остроты он дает зайцу то ли нунчаку, то ли скакалочку и заставляет защищаться в битве насмерть. И снова захуяривает его. Радостный волк с добычей за плечом двигает обмывать свой триумф в местную рюмочную, где набухивается до такой степени, что вместо петуха-бармена ему начинает мерещиться горячая цыпа. Шел бы ты отсюда, петушок. Не волнуйтесь, никакого интима у них произойти не успевает. Впрочем, было бы интересно посмотреть, как бы волк потом оправдывался перед женой, что изменил ей с петухом. Заяц всю дорогу только притворялся дохлым, так что ловит момент и пробует слинять. Пьяный в стельку волчара забывает про петушка и пускается в погоню, но в таком состоянии попытки быстро двигаться превращаются в настоящие пытки. Заяц бежит мимо волчьей хаты, где его безуспешно пробует поймать еще и жена алканавта, которую вмазанный волк по синьке путает с ушастым. Алкоголик — горе в семье. Супруга осознает, что заяц не так-то прост и предлагает объединить усилия в его поимке. Парочка замышляет хитрый план — окружить ничего не подозревающего морковного карапуза и скинуть его с обрыва, поймав прямо в огромную волчью юбку. Пока волчица светит в камеру своими труселями, зайченыш роняет со скалы свой рюкзак, и волчица ловит вместо зайца именно сумку. Похоже, что проблемы со зрением — это особенность волков как вида. Заяц снова бежит, пока не натыкается на пруд с дикими утками. Наблюдая за тем, как они изрыгают из своей клоаки яйца, в заячьей головушке рождается просто гениальнейшая схема. Он говорит деревенским супругам, что он типа фермер, и что это его стая уток, которая приносит нормальные такие деньги, и что он готов отдать этот доходный бизнес взамен на сохранение жизни. Короче, волчары, размечтавшись о куче бабла, отпускают зайца, и потом с ужасом обнаруживают, что утки, оказывается, дикие. Традицию волка из «Ну погоди» демонстрировать всем свое нижнее белье здесь явно переняла волчица. Волк осознает свою тупость и решает отправиться в город, чтобы хоть чему-то научиться и хоть как-то поумнеть. Достойное решение — получить дополнительное образование никогда не поздно. И вот волк, приодевшись в приличный костюмчик, уже едет на паровозике в Зверополис, сам при этом пыхтя как паровоз. Но опять перед глазами начинает маячить чертов заяц. Инстинкты берут верх, и хищник выпрыгивает из вагона на полной скорости. Никто такого не ожидал, даже заяц. Серый отделывается легким сотрясением, потому что сотрясать в принципе и так особо нечего, и, не теряя зря времени, вытаскивает из кармана ствол? Ладно, если как следует приглядеться к сцене с курением в поезде, то в течение секунды можно разглядеть, что это такая понтовая зажигалка в форме пистолета. Основная цель волка теперь уже не заяц, а получение образования, так что он под дулом пистолета заставляет пацаненка везти его в город на велике. Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добреть начну. Но велосипед явно не рассчитан на двоих, и приходится ловить попутку. В стиле GTA, конечно же. Красавица, тебя подвезти? Довези меня до места, мразь! Меня ждут люди! По дороге, видимо, чтобы немного разрядить обстановочку, клыкастый абитуриент казуально вводит медведя-водителя в курс своих планов насчет обучения. Говорит, что полностью осознает свою неотесность, признает свою тупизну и даже готов носить табличку с надписью «Глупый волк». Медведь говорит типа: «Йоу, ну вообще табличка с такой надписью — это как-то странновато». На что волк отвечает: «Ну да, ты, пожалуй, прав. Нужна какая-нибудь другая надпись». К брейншторму присоединяется заяц, который предлагает написать на табличке вьетнамский непереводимый каламбур. Игру слов не понимает даже волк, и по итогу он разгуливает по городу с надписью, которая переводится как что-то среднее между «бешеный пес» и «тупая сука». Ну, типа потому что собака и волк — это примерно одно и то же, как объяснил заяц. Волк встречает на улице городскую собачонку, у которой, судя по всему, какие-то особенные возбуждающие духи с феромонами, но вряд ли она рассчитывала подцепить гопника.
Неотесанный плебей начинает ее преследовать, бегая как ошалевший по автостраде и уворачиваясь от машин. Сцена, кстати, довольно правдоподобно показывает реалии дорожного трафика во Вьетнаме. Не хватает только еще пары сотен скутеров. Волк чуть не попадает под колеса, и дофига умный ДПСник решает пояснить Серму, как работает светофор. Но вообще-то, если присмотреться к сцене, то можно увидеть, что на Волка летела колымага прямо по тротуару, и светофор бы тут его особо не спас. В любом случае, Волк продолжает изучать город и натыкается на витрину магазина игрушек, где его люто выносит с плюшевой версии Зайца, как будто он ничего смешнее в этой жизни не видел. Вы что, дурак? Он еще прыскает на стекло то ли бензином из зажигалки, то ли какой-то вязкой белой жижей. Короче, колпак совсем отъехал. Местные напряглись, все-таки странный чел, еще с какой-то табличкой стрёмной ходит, может, реально бешеный. Увидев в витрине разноцветные лампочки, он вспоминает наставление ДПСника насчет обозначений цветов светофора. Красный — стой, желтый — готовься, зеленый — иди. Разбитая витрина становится последней каплей для горожан, и Волку грозит самосуд с применением палок и дубинок. К его счастью, мимо потасовки проезжал уже знакомый медвежара с Зайцем, который припарковал грузовик прямо на волчьей тушке и вступился, пояснил местным сложный прикол с табличкой и игрой слов. Так что все просто в очередной раз посмеялись с того, какой Волк тупорылый. Но для Волка смешного мало, ведь кости ему уже успели переломать. Что ж, по крайней мере, Волк успел получить в городе хоть немного образования. Узнал правила пешеходного перехода. Начиная со следующего эпизода, качество анимации заметно вырастает, а сюжет начинает выдавать еще больший сюр. Спустя какое-то время болячки заживают, но мечты об успешном будущем развеиваются. Мы видим Волка в компании собутыльника Лиса. Чем еще заниматься в глуши, кроме как топить тоску в алкоголе? Барные товарищи осушают кувшин за кувшином и наблюдают по телеку последние новости, где как раз идет речь о том, какие они маргинальные бандюганы-неудачники и какой Заяц крутой молодец. Пока у Волка срастались кости, этот шкет успел открыть собственный ресторан и стать успешным птицеводом. Именно его ферму Волк с Лисом и пытались грабануть, угодив в какие-то дикие ловушки времен Вьетнамской войны. Скорее всего, это как раз флешбеки к событиям потерянного первого эпизода. Мультфильм никак особо не пытается оправдать положение Волка или заставить зрителей ему сопереживать, но если так подумать, то судьба-то весьма драматичная. Никакой работы в этой деревне нет, путь к образованию тоже обрублен, и ему остается только бухать и воровать. Система его разжевала и выплюнула. Деревенщиной родился, деревенщиной и сдохнешь, диктует ему общество. У Волка подгорается всего этого, и Лис подвигает его на очередную аферу. План в том, чтобы заявиться к Зайцу в рестик, притворившись пострадавшими от его ловушек инвалидами, и потребовать с него денежную компенсацию за ущерб здоровью. План, конечно, сразу идет по звезде, потому что Зайца в ресторане нет, зато есть вышибалы. Тем не менее, в историю с компенсацией верит управляющее заведением. Собачка предоставляет пацанам бесплатные мобилы для связи, мотоцикл и целебную настоечку, чтоб кости не болели. Довольные и явно повеселевшие Волк и Лис отправляются к Зайцу на ферму, уже без всяких левых маскировок из туалетной бумаги. Лис отвлекает Зайца разговорами про скупку птиц, Волк прячется в кустах у курятника, готовый внезапно напасть, и это впервые похоже на замысел, который реально может сработать. Но Лис оказывается той еще крысой. Фрейрок выдает притаившегося Волка, позвонив ему на мобилу. Момент кажется упущен, но Волк не сдается. Заяц пытается сбежать и угождает в глубокую яму, из которой с его-то ростом выбраться физически невозможно. Волк заливается громким безумным смехом и смакует момент своего торжества, распевая песни и предвкушая сладкую месть. И тут начинается гроза. Темные тучи, гром, молния. Кажется, это вызывает у Волка вьетнамские флешбеки. Он ловит мощнейшую паническую атаку. Заяц пользуется нестабильным состоянием Волка и внушает ему, что, внимание, начался конец света. Скоро конец света.
и вы, конечно же, подохнете. У зайца получается запугать ошалевшего волка и наврать, что от апокалипсиса можно скрыться только под землей. Все остальное накроет падающими небесами. В общем, теперь волк в яме, а заяц на свободе. Спокойной ночи. Единственная надежда волка — это его жена, которую он, кстати, уже дважды чуть не изменил. Будь она об этом в курсе, она вряд ли бы так отчаянно пустилась к нему на помощь. I'm under the water. Please help me. Короче, поймав попутный мопед, жена спешит выручать муженька, но дорога мокрая, сидюшка скользкая, и волчица укатывается в ту же самую яму, которая постепенно наполняется ледяной водичкой. Уж кто-кто, а волчица точно этого не заслужила. Ворона смотрит на все это как на бесконечную комедию, но не волнуйтесь, грандиозный финал уже близок. За ночь проливной дождь заполняет яму до самых краев, и замерзшим и уставшим женатикам удается выбраться. Тут у волка окончательно слетает кукуха, и он клянется отомстить небесам за пережитый кошмар. Во Вьетнаме около 80% населения, по официальным данным, являются атеистами. Хотя даже среди них фактически сильно распространены народные верования, не принадлежащие ни к какой религии. Понятие природы и бога для них едино, и новая цель волка как раз сама природа, сам бог, из-за которого зайца так и не убила молнией, и из-за которого его жена чуть не захлебнулась. Вопрос на засыпку. Как можно убить бога? Я хз, лол. Супругов подбирает собачка на мотике, которую мы помним по эпизоду в ресторане, и которая все еще готова помочь. Но 3 тел явный перебор для маленького скутера, поэтому уже по классике волчара на резком повороте на полной скорости падает с него, прилетая прямо на поляну, где, вот так сюрприз, отсыпается заяц. Ну, как отсыпается? Сны у него какие-то слишком яркие. Ты в норме или обкурен? Казалось бы, вот оно, природа дала шанс расправиться со столь ненавистной зайчатиной. Но волк загорелся идеей надрать зад богу, а он явно в сговоре с зайцем, и у зайца определенно должна быть инфа о его местонахождении. Я же говорю, потлатый богохульник реально умом тронулся. Дело снова усугубляет алкоголь. Для пущей храбрости волк опять набухивается в говно в местном Боревиче, ну а дальше все уже довольно предсказуемо. Волк демонстрирует свой боевой стиль пьяного мастера, размытым взглядом узнает в отражении солнца в воде угрожающее демоническое лицо, решает, что это бог, и ныряет в пруд, где начинает пи***ть все на своем пути. Пузыри, водоросли, животных на байдарках. Твою мать, блядь! Что здесь происходит? Все тщетно. Бога-то на самом деле нет. Эту мысль, кажется, и пытались донести авторы. Ну еще что бухать — это плохо. Конец! Знаете, я поймал себя на мысли, что мне правда понравились эти странные мульты. Конечно, для полной картины неплохо было бы все же найти первый эпизод, чтобы узнать чуть больше о предыстории противостояния, но я боюсь, что теперь он, даже если найдется, уже точно не оправдает моих ожиданий. Из-за того, что мульт вьетнамского производства, у меня так и напрашивается очевидная аллюзия. В моей голове первой серии должна быть драма об ужасах Вьетнамской войны, о стране, поделенной на 2 лагеря, и о последствиях продолжительной бойни, потерявшей всякий смысл. Волк и заяц по разные стороны баррикад, роковое ранение, потеря хвоста и, как следствие, посттравматическое стрессовое расстройство, объясняющее и алкоголизм, и агрессивное поведение волка. Заяц вроде проиграл войну, воевал за юг, поддерживал американских империалистов, но спустя годы судьба перевернула шахматную доску, и один теперь сводит концы с концами в бедности, а другой строит успешную карьеру бизнесмена. Ладно, это уже фанфик какой-то начался. Если я вовремя не остановлюсь, я тут сейчас хэдканон еще на несколько сезонов распишу. Спасибо за просмотр, низкий поклон!